Известная пословица о том, что рыба гниет с головы, как правило, понимается в переносном смысле. Так говорят об организациях, где руководство оказывается недальновидным по стратегическим вопросам, либо просто-напросто коррумпированным. И есть все основания полагать, что и ОБСЕ постигла та же участь. Структура, созданная 40 лет назад по инициативе Советского Союза для того, чтобы способствовать установлению диалога между социалистическими и капиталистическими странами, разделенными также по принципу участия в военных блоках, с недавних пор стала рупором русофобии, инструментом проведения политики в узких интересах, даже не Европы, а Вашингтона. Последнее действие явно спланированного характера – это отказ во въезде в Финляндию российской делегации во главе со спикером Государственной Думы Сергеем Нарышкиным на сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также публикации сфальсифицированного отчета о присутствии российских военнослужащих на территории Украины в зоне конфликта как раз говорят об этом. И непосредственная заслуга в этом принадлежит нынешнему президенту парламентской ассамблеи ОБСЕ, финскому политику с многолетним стажем Илкки Канерви. Он же активно дезинформировал европейскую общественность о ситуации на Донбассе. У Канервы есть большой официальный список заслуг, однако факты параллельной жизни и всяческие скандалы известны меньше, хотя о них неоднократно писали финские СМИ. Еще во времена СССР, когда Илкка Канерва возглавлял молодежное крыло партии «Национальная коалиция», он подозревался в связях с иностранными спецслужбами. Хотя достоверных доказательств этому не было, косвенные улики говорили о причастности к каким-то темным схемам. Уже гораздо позже выяснилось, что эти схемы оказались всего-навсего коррупционными сделками, на которых Канерва увеличивал свое личное состояние. Хотя финские журналисты нередко находили факты многочисленных нарушений закона финским политикам. И серьезный ход расследованию был дан только в 2010 году, а в 2011 за дело взялся Хельсинский уездный суд. Илкку Канерву обвинили в получении взяток в размере 50 тысяч евро от финских предпринимателей. Кроме того, он был уличен в невыплате налогов и незаконном финансировании его предвыборной кампании в 2007 году. Канерва был приговорен к 15 месяцам условного заключения, а другие фигуранты дела получили более серьезные и реальные сроки. Стоит отметить, что во время суда он уже являлся депутатом, ранее работал заместителем премьер-министра правительства Финляндии и министром иностранных дел. С этой же должности его отстранили по инициативе его коллег по причине скандальной связи со стриптизершей Йоханнетой Куайнен. Местная пресса напечатала СМС-переписку интимного характера между Канервой и певицей танцевальной группы Scandinavian Dolls, которая сама и продала ее газетчикам. При этом СМС были отправлены со служебного мобильного телефона министра-неудачника. Сам Канерва отговаривался, что хотел пригласить ее группу выступить на праздновании своего 60-летия. Однако опубликованная переписка свидетельствовала о более пристрастных намерениях стареющего политика. На прямые вопросы журналистов о том, связано ли это с сексом, Канерва отвечал уклончиво. Что касается уклонения от неуплаты налогов и выделения участков земли под строительство за соответствующее вознаграждение от заинтересованных лиц, а в деле фигурировала строительная компания «Нова», а также автодилеры, то в 2013 году более высокая судебная инстанция оправдала как Канерву, так и его подельников по коррупции. Как считают сами финны, причиной этому послужило членство Илкки Канервы в масонском ордене с громким названием «Суверенный военный орден Иерусалимского храма». Эта международная организация имеет консультационный статус в ООН, и на 29-й сессии по правам человека в июне этого года от группы, состоящей из подобных структур, был выдвинут докладчик. Но по религиозным характеристикам этот орден является экуменистической сектой, члены которой воображают, что они следуют традициям тамплиеров. Так называемые магистры, канцлеры и приоры этой организации любят наряжаться в белые плащи с красными крестами, ездить друг к другу в гости и, подрумянув щеки алкогольными возлияниями, позировать перед фотокамерой. Хотя исторический орден тамплиеров был создан на Ближнем Востоке, а его основой были европейские рыцари, в основном из Франции и Британии, сейчас ячейки современных храмовников разбросаны по всему миру. Однако верховным магистром этого ордена является бригадный генерал армии США в отставке Патрик Риа. Кроме военной деятельности, где по долгу службы он находился на американских военных базах в Азии и Европе, он занимался вопросами финансового администрирования в штате Иллинойс, являлся вице-президентом и корпоративным банкиром Bank One Capital Markets, а сейчас входит в совет директоров филиала авиакомпании Skyline. Политическая принадлежность генерала, банкира и масона – республиканец. А Илкка Канерва был принят в этот орден еще в 2005 году, во время празднования своего 50-летия.
Так что до судебного преследования было предостаточно времени, чтобы обзавестись нужными связями среди братьев по цеху. No hyvä sitten, joo. Не исключено, что и для тамплиеров определенные услуги Канерва делал накануне своего посвящения. Ведь чем-то нужно было заслужить такую честь. Например, выделяя места для строительства различных объектов, включая такие, где можно проводить свои обряды и церемонии. Ну а в ответ они, как водится у масонов, использовали свои связи, чтобы скрыть его грехи, противоречащие нормам законодательства. Иными словами, замять судебное преследование и найти тепленькое местечко. Видимо, ОБСЕ явилась наиболее подходящей структурой, чтобы достойная пенсия сочеталась с той политической деятельностью, которая будет согласовываться с наставлениями верховного магистра из США. Да и коллегам по ОБСЕ, многие из которых такие же европейские масоны, хоть и из других орденов, по крайней мере, не нужно разъяснять, почему нужно пакостить России и тем странам, которые выступают как за сохранение традиционных ценностей, ведь именно против этих ценностей в XVIII веке такими же масонами была организована так называемая Французская революция, ставшая очередной вехой в новой мировой истории. Ну и политика двойных стандартов для таких организаций совсем обычное дело. Для такой перспективы можно было и соответствующий ритуал посвящения пройти, встав на колени перед старшими братьями. Хотя с европейским педантизмом платочек все-таки подстелили. Turkulaiset ovat perinteisesti olleet innostuneita mystisistä järjestöistä. Esimerkiksi vapaamuurarius kokoaa kaupungissa noin 300 jäsentä. Lyön sinut, Ilkka Kanerva, Niekkaritärikunnan täysvaltaiseksi jäseneksi.